So first, my name is Вилльям Амзаллаг, and I am Generation Young. Для начала я скажу, меня зовут Вилльям Амзаллаг, и я поколение молодости. So we are going to introduce to you for the first time the Zen Bodi line. И мое удовольствие представить вам продукт, линейку продуктов Zen Bodi, линия для тела. It's a line of products which combine three products that is focused on fat loss. Это линия продуктов, которая состоит из 3 продуктов, и ее задача потеря жировых отложений, снижение веса за счет потери жировых отложений. Why did we include those products in our anti-aging program? Вопрос, зачем мы включили именно эти продукты в нашу систему по борьбе со старением? Because we know that bad lifestyle get DNA damage and telomere shortening. Мы сделали это потому, что мы знаем, что неправильный образ жизни приводит к повреждению ДНК и укорачиванию теломер. And of course, obesity is one of the major part of bad lifestyle. И, конечно, известно, что ожирение – это один из самых явных признаков неправильного образа жизни, компонентов неправильного образа жизни. Obesity is directly engaged in premature aging and chronic diseases, including cancer. Ожирение является фактором, который ведет к преждевременному старению, а также вызывает хронические заболевания. So, reducing obesity is part of our mission when we want you to live younger and as long as possible. Поэтому борьба с ожирением – это как раз часть нашей миссии, поскольку мы хотим вести здоровый образ жизни и жить как можно дольше. Just to give you about an idea of what we call in science the globesity. В науке на английском языке такое новое слово придумали, как globesity, что означает ожирение в глобальном масштабе. И чтобы вам рассказать вкратце, что это такое, приведу несколько цифр. We have almost 1 billion obese in the world. Во всем мире почти миллиард людей, страдающих ожирением. But we have 3 billion overweight. И при этом 3 миллиарда людей с лишним весом. What is overweight? Что такое, дадим определение, что такое лишний вес? This is overweight. Ну вот то, что вы видите у меня, это лишний вес. 3 billion people are like that. И это есть у 3 миллиардов людей. So it's a major issue. То есть это большая проблема на самом деле. So what is the difference, the real difference between overweight and obesity? Так в чем же заключается разница между лишним весом и ожирением? Well, the only way to tell is to do a test called BMI, Body Mass Index. И единственный способ узнать об этом – это провести тест измерения на индекс массы тела. You have plenty of these tables on Google, and if you give your height and your weight, you will see where you are. Если таких формул очень много, в интернете их легко погуглить, то есть вам нужно завести ваш рост, ваш вес и сделать расчет. So if you are between 25 and 30, you are overweight. И если у вас показатель между 25 и 35, это значит, что у вас лишний вес. Above 30, you become obese. А если индекс больше 35, то это уже означает ожирение. Between 20 and 25, it is okay. Если показатель 20-25, то тогда все в норме. Under 20 is underweight. Менее 20, это значит недостаточный вес. So why did we become obese? Так почему же мы зарабатываем себе ожирение? No, there is something very surprising that our gene has not really changed for the last 20,000 years. Объяснение довольно простое. Дело в том, что наши гены не изменились на протяжении последних 20 тысяч лет. The problem that 20 years ago it was very, very difficult to find food during the winter. И проблема в том, что 20 тысяч лет назад человеку было очень-очень сложно найти просто еду. There was a period of famine and starvation.
Был период голодания, были очень длительные периоды голодания. So what happened is that our genes was always oriented to saving energy. Whatever energy we receive, we keep it for the winter. И поэтому наши гены работали так, чтобы сохранять энергию, накапливать ее на длительные периоды голодания, в частности, во время зимы. So nature is always anticipating, and what nature did, they create the adipose cells or the fat cell. Поэтому организм все время жил в ожидании, что же можно накопить, и поэтому природа создала такие клетки, как жировые клетки. The fat cell is a reservoir of energy. А жировые клетки – это резервуар энергии. Why? Because these fat cells that we have almost everywhere can increase 50 times their volume. Почему? Да потому что именно эти клетки, которых у нас в большом количестве в нашем теле, они могут увеличиваться в размере, пока накапливают эти запасы, до 50 раз. Now the problem is today, if you go to the supermarket all the year, you have plenty of food. И проблема заключается в том, что сейчас, если вы идете в супермаркет, круглый год у вас в вашем распоряжении в доступе огромное количество продуктов. Even during the winter. Даже зимой. So our body is always oriented for saving energy while we receive plenty of energy. И получается, что наш организм ориентирован на то, чтобы сохранять, накапливать энергию, но при этом в доступе у него тоже неограниченные запасы еды. Now, this is from one side. On the other side, Это с одной стороны. С a другой long стороны. time ago, in order to find food, you have to run, you have to go to the tree, you have to kill the animals. It takes a lot of calories to do that. С другой стороны, опять же говоря о дальних временах, чтобы что-то найти, какое-то пропитание, необходимо было затратить тоже большое количество энергии. Необходимо было бегать, убивать животных, находить их, отслеживать. Это тоже огромные затраты энергии. Today, you push a button and you can take 2 tons. А сегодня мы просто нажимаем кнопку, и все, нам поставили еду. So we are in a technology for saving energy, but we eat a lot of energy and we don't move. Поэтому получается так, что мы используем технологии для того, чтобы экономить нашу энергию, но при этом наш организм накапливает энергию, он ориентирован на накопление. Now you understand why we become obese and obese and obese. Теперь очень легко понять, почему мы накапливаем вес, и это приводит к ожирению. Now I want you to make a difference between weight loss and fat loss. Но я бы хотела подчеркнуть разницу между потерей веса и потерей жира. So when we lose weight, what are we losing? Когда мы теряем вес, что именно мы теряем? You know, we are losing water Мы теряем воду, because we are made of 60 to 70% of water. потому что на 60-70% наш организм состоит из воды. We are losing some fat because we have only 10 to 20% of fat. Мы теряем какое-то количество жира, потому что у нас 10-20% жира, да. And we are losing non-fat mass, basically muscles. И мы теряем нежировую массу тела, то есть, по сути, наши мышцы. But we don't want to lose water because we need the water. Но при этом мы на самом деле не хотим, нам не нужно терять воду, она нам нужна в организме. We don't want to lose our muscles because we need the muscles. И мышцы мы тоже не хотим терять, они нам тоже пригодятся. And we want only to lose the fat. And that's quite difficult. Мы хотим только потерять жир, избавиться от жира, но вот именно это сделать сложно. How to lose fat? Итак, как же это сделать? The first thing is assessing how much fat you have. Для начала нужно провести оценку, а сколько именно жира в нашем организме. Oh, there's plenty of machines to do that. Опять же, есть всевозможные приборы, устройства, которые помогают это сделать. But there is one very simple way, is our centimeter. Но самый простой из них это сантиметр, метровая лента. And that's very easy and very consistent. Это очень простой инструмент и, тем не менее, очень надежный. So for the woman, the normal waist circumference is about 70 to На слайде вы 89. видите показатели для женщин. Объем талии должен составлять 70-89 сантиметров в норме. High, you can say the number. А если выше, то 90-109 сантиметров.
and very high is 150. И очень большой объем от 110 сантиметров. That's for women, and this is very consistent. Это для женщин, и эти показатели очень надежные, For проверенные. men is a little more. А для мужчин показатели немножко больше. And maybe you can give the numbers. И, как вы видите, в норме 80-99 сантиметров, а выше нормы 100-120, и совсем в нарушение это 121 и выше. So, what happened in fact? What happened is we have a very sophisticated control system. Что на самом деле происходит? У нас есть очень сложная система контроля, Which control all the fat which is entering in the fat cell, and which control all the fat which is getting out of the cell. Система контроля в нашем организме, которая контролирует то, как жиры поступают в наши жировые клетки и как они оттуда выходят. So we are going to go through all this pattern of hormones here. То есть вот тут у нас вот такая сложная схема регуляции жира. It's quite complicated, Она but очень сложная. basically there is some hormones which are involved in fat metabolism. Но главный момент это участие некоторых гормонов, самых важных гормонов в регуляции жира, в жировом обмене. To remember, because you will see that it's in relation with the product that we're going to show you, leptin is the major hormone. Я бы хотела напомнить о таком гормоне, как лептин. Вы увидите, что это связано с нашим продуктом, о котором мы будем говорить чуть позже. Один из самых ключевых важных гормонов лептин. Leptin is an hormone which lets you know when you are full. Лептин – тот гормон, который отвечает за возникновение чувства насыщения у вас. And when the hormone is in a stable balance, you can control your hunger. И когда этот гормон находится в стабильном балансе устойчивом, вы можете контролировать свое чувство голода. So the most important is to keep this hormone in balance. Поэтому самое важное – это сохранять уровень этого гормона в норме, в балансе. The second hormone which is important is called adenopectin. Еще один важный гормон называется адипонектин. The adenopectin will help the leptin, Он помогает лептину. and it will help also our insulin to work. А также помогает инсулину, в работе инсулина. The third one is a bad one. А третий – плохой гормон. If you have too much of this G3-PHD, what happens? Если его слишком много, по-английски называется G3-PHD, all the sugar that you are going to eat will be converted in fat. если его слишком много, то весь сахар, который поступает в наш организм, будет преобразован в жир, в жировые отложения. So the goal is to keep this hormone very, very low. Поэтому цель наша заключается в том, чтобы его уровень этого гормона был крайне, как можно более низким. The last one is called norepinephrine, and it's help you to burn because it's increased thermoregulation. И последний гормон, о котором поговорим, это норепинефрин. Он отвечает за теплообмен и за сжигание жира. So what happens when we become obese? Так что же происходит, когда мы развиваем в себе такое состояние, как ожирение, при ожирении? The major things what happen is when you are obese, when we are obese, we create silent inflammation. Когда у нас развивается ожирение, у нас в организме развивается такой феномен, как бессимптомное воспаление в большом количестве. And silent inflammation lead to insulin resistance, which lead to low leptin, which lead to low adipopectin, and lead to DNA damage. И наличие вот этого воспаления приводит к инсулиновому сопротивлению, в дальнейшем, которое провоцирует низкие уровни лептина и низкие уровни адипонектина. So what happened practically? И что на самом деле на практике происходит? So we let the fat entering in the cell, but very difficult to let it go out. По сути, мы позволяем любому жиру легко проникать в наши клетки, но при этом им крайне затруднительно из этих клеток выйти, покинуть их. So we start to swell because Поэтому no one cell want to get
увеличиваемся в размере, потому что наши клетки жир накапливают, но его не отдают. On top of that, if you have low leptin, you increase hunger. You want to eat all the day. И при этом, поскольку уровень лептина падает, увеличивается чувство голода, и вам хочется есть и есть и есть. So based on that, we build 3 products. И именно на основе вот этих фактов мы создали 3 продукта. These 3 products have 3 properties. И у этих 3 продуктов 3 свойства. Stop craving, Прекратить чувство голода, burn fat, сжигать жир and build muscles. и строить мышцы. The Zen Bodi will, all the line, will address to the basic of fat metabolism. И вся эта система Zen Bodi построена на том, чтобы бороться с главной причиной нарушения обмена жира, жирового обмена. Product number 1 is called Zen Shape. Первый продукт называется Zen Shape. They are capsules. Это капсулы. You take 2 twice a day. Принимается по 2 раза в день. And of course, the major goal of these capsules is to restore a good level of leptin. Цель принятия этих капсул – восстановить правильные уровни, здоровые уровни лептина. And we have the proof, the clinical proof that these products work on leptin. И у нас есть клинические данные по исследованиям, что этот продукт действительно работает, и уровни лептина восстанавливаются. But not only that, they increase the level of adipopectin. Но это не только повышение уровня лептина, но и повышение уровня адипонектина, второго гормона. Published clinical trial has showed that. И опубликованы данные исследований, клинических исследований, которые были проведены, которые это подтверждают. But not only that. И это еще не все. Zen Shape decrease the level of G3-PDH. Продукт Zen Shape понижает уровень гормона G3-PDH. Now you understand why I took certain time to explain you the fat metabolism, because our product match exactly what we need. Именно поэтому я потратил столько времени на то, чтобы объяснить, как все эти гормоны работают, чтобы было понятно, как наш продукт с этими проблемами справляется. And we have also, thank you very much. Большое спасибо, And we also have the clinical proof of that. И у нас также есть подтверждение, доказательства этому. And again, the last one, norepinephrine is increasing, which means that you are burning more fat. Уровень норепинефрина повышается в результате применения нашего продукта, что означает, вы сжигаете больше жира. So what you do, you take 2 in the morning. Поэтому нужно всего лишь принять 2 капсулы утром и 2 днем. The only condition is to take it out of the meals. Единственное условие – это не принимать с едой. Second product. Второй продукт. Zen Fit. Называется Zen Fit. Power. Сила. To rebuild muscles. Его предназначение – это создавать мышечную массу. You take this powder, like the capsules, out of the meals twice a day. Это порошок, который так же, как и капсулы, принимается 2 раза в день, и главное условие – не вместе с едой. The goal of this product is to minimize the muscle loss. Цель этого продукта – противодействовать потере мышечной массы и, наоборот, ее накапливать. It's high quality proteins. Это высококачественные протеины. We have inside what we call amino acid, very specific essential amino acid like L-leucine. В состав этого продукта также входят специальные аминокислоты, такие как L-лейцин, L-tyrosine, L-тирозин, also, and what we call branch chain of amino acids, which are extremely good for the muscles. И также аминокислоты, так называемые аминокислоты с разветвленными цепями, которые очень полезны для мышц. Also,
it will increase the level of what we call the happy neurotransmitters. Также этот продукт повышает количество в нашем организме, то, что мы называем нейромедиаторов счастья. You know, the one that when you feel good, Знаете, когда вы чувствуете себя after хорошо, going to the gym, after a certain time you become addicted to the gym после because физических you have a good нагрузок feeling. вы идете в спортзал, позанимались, вам хорошо, и вы даже чувствуете зависимость от этого. Product 3, Третий продукт Zen Pro. называется Zen Pro. Now, Zen Pro is a mixture of probiotic and fibers. Это смесь пребиотиков и клетчатки. It has been proven that if you have good probiotics in your digestive system, it will be easier for you to lose fat. Если в нашей системе пищеварительной достаточное количество пребиотиков, то гораздо проще нам терять жировую массу. So we have a lot of good quality of digestive probiotics. Поэтому мы включили в наш продукт большое количество высококачественных пробиотиков. So, to make a long story short, И таким образом, чтобы подвести итог, burn fat, сжигаем жир, build muscles, увеличиваем мышечную массу, decrease fat storage, сокращаем запасы жира, decrease appetite, снижаем аппетит, control hunger, контролируем голод decrease craving. и снижаем количество приступов голода. Are you ready to take it? Хотите попробовать? When it will be there. Будете пробовать? Now, that was the good news. И это все были хорошие новости. But if you take this product and you don't do something more, maybe you will not have the result that you deserve. Однако, если вы будете просто принимать этот продукт, но больше ничего не делать, может быть, результаты будут не такие хорошие, как вам хотелось бы. There is no miracles. Чудес на самом деле не бывает. You have to change your lifestyle. Надо изменить образ жизни. You have to eat better. Надо лучше питаться, You have to exercise regularly. регулярно заниматься упражнениями, And you have to manage your stress. а также управлять уровнем стресса в вашей жизни. Very quickly, the most important with this product is to avoid simple sugars. Очень кратко скажу, при приеме этих продуктов также важно избегать большого количества сахаров в вашей диете And to reduce carbohydrate in general. и снизить количество потребляемых углеводов тоже в целом. To eat a lot of essential fatty acids. Необходимо, чтобы в вашей диете присутствовали много незаменимых Because they have omega-3. кислот, омега-3. To eat plenty of vegetables, as much as you can. Также ешьте как можно больше овощей. Soups are the best. Супы Vegetable лучше soup. всего. Fruits, moderately, because they have sugar, but you can eat them. Фрукты лучше есть умеренно, поскольку у них есть в составе много сахара, но тем не менее полезный продукт. 2 liters a day minimum of water. И минимум 2 литра воды в день. You avoid all that. I will not give you the list, you can see it. Не буду перечислять, эти продукты вы видите, их следует избегать. You avoid what we call saturated fat and trans fat. Также следует исключить из своей диеты то, что мы называем насыщенные жиры и трансжиры. All dairy products you can take it, but moderately. Все молочные продукты можно есть, но тоже умеренно. This is what you cannot eat: pasta, Вот это bread, нельзя. sugar Нельзя. cream. Пиццу, But you can take макароны. rice, no problem. Ну, можно. Sorry. And you can take all the protein that you want, Но including все белки, которые вам нравятся, все это можно. and eggs. So it's a myth that eggs will increase cholesterol. Это миф, что в них слишком много холестерина. I can do that. Oh, the second point, very quickly, is Еще одна важная вещь. exercise. Как мы упражняемся? Now today there is a science of exercise. We know exactly what to do for a lot of different diseases, including obesity. На сегодняшний день разработана целая наука для всевозможных заболеваний, и разработаны схемы, как необходимо выполнять упражнения, какие упражнения полезны.
The most important is what we call interval training. I will explain you very quickly. Самый важный концепт это то, что называется интервальная тренировка. Я немножко о нем поговорю. It has been proven that if you do intense exercise for 1 minute, было доказано, что если выполнять какие-то упражнения очень интенсивно в течение минуты, and you rest for 2 minutes, потом отдохнуть 2 минуты или 3 минуты, and you start again bouts of exercise for 1 minute, very intense, а потом снова интенсивно позаниматься 1 минуту, that will be good for losing fat. Это очень полезно именно с точки зрения сжигания жира. It has been proven Было доказано, that interval training delay telomere shortening. что вот такая интервальная тренировка, она борется с укорачиванием теломер. Now, stretching is very important too. Также растяжка очень важный компонент. And you alternate this exercise, very intense, and stretching. И следует попеременно выполнять интенсивную тренировку и растяжку. Stress. Стресс. Now you cannot believe how stress can affect your life. Невозможно говорить о том, как стресс влияет, это и так понятно. And can affect my На наш life. организм, на наш образ жизни. Why? Почему же? Because when you have stress, you increase a special hormone called cortisol. Потому что в состоянии стресса наш организм вырабатывает гормон кортизол. And this cortisol accelerates cellular division. А этот гормон ускоряет деление клеток. And more your cells divide, more your telomere shorten. А чем больше клетки наши делятся, тем сильнее укорачиваются наши теломеры. All the tests has proven that if you don't manage your stress, you will have problems. И научно было доказано, что если не управлять уровнем своего стресса, то неизбежно будут проблемы. One of the best way to manage stress is meditation, but we don't have time today to go on details. Медитация – это один из лучших способов бороться со стрессом, но обычно у нас на это нет времени. So, you see, those products are very good, and maybe I can recap and wrap up what we have said. И я бы хотела снова подвести итог по нашим продуктам, повторить вкратце снова информацию. Obesity is a major cause of aging. Ожирение – это одна из основных причин преждевременного старения. Reducing obesity is part of our goal in Jeunesse, it's part of the Yes system. И борьба с ожирением – это часть нашей миссии Jeunesse и нашей системы Yes. The Zen Bodi line can help you to reduce obesity. И продукты линейки Zen Bodi помогают бороться с ожирением и сокращать количество жира в организме. And if you improve your lifestyle, you will increase the efficiency of the product. А также, если вы при этом также будете менять качество образа жизни, то эффективность этих продуктов тоже повысится. My name is Вилльям Амзаллаг, and I'm Generation You. Thank you. You will find all the information on YouTube on Jeunesse very easy.